Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня мы снова погружаемся в один из самых громких скандалов 2025 года в Украине. Скандал по поводу атаки на независимость Национального антикоррупционного бюро НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры САП в отношении бегства Тимура Миндича, бизнес-партнера Зеленского, и неуклюжую попытку Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины, расхлебать заваренную им же кашу. 20 минут фактов, анализа, юридической оценки, чтобы показать, как власть пытается защитить коррупционеров и провоцирует протесты, а в итоге вынуждена отступать под давлением общества и Запада. Мы разбираем все, от расследования НАБУ против Миндича до его бегства в Австрию, от скандального закона 12414 до встречи Ермака со студентами, где он пытался выкрутиться, солгав о давнем планировании и ссылаясь на поездку в Турцию. Планирование имеется в виду встречи со студентами. Особое внимание я уделю его циничным словам, процитированным «Экономической правдой». Слова такие: «Все, кто прикрывается офисом президента или моим именем, можете посылать на 3 буквы». Это была неудачная попытка Ермака выйти сухим из воды, но вместо этого он лишь глубже увяз в заваренном им же самим кризисе. Итак, друзья, заваривайте чай, усаживайтесь. Будет серьезный разговор о коррупции, лжи и борьбе за справедливость. Поехали. Ключевая фигура: Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и давний бизнес-партнер Владимира Зеленского. Миндич не просто друг президента, а по данным СМИ его теневой кошелек и посредник в коррупционных схемах. В 2021 году НАБУ и САП расследовали его причастность к хищению государственных средств. Основные обвинения: махинации в тендерах Харьковобленерго на 664 миллиона гривен, схемы в «Нафтогазе» и «Энергоатоме», также возможная торговля оружием. По информации «Украинской правды» и «Цензорнет», с апреля по июль 2025 года НАБУ вело прослушку квартиры Миндича в Киеве. Это квартира, где в 2021 году Зеленский отмечал день рождения, и она стала теневым офисом для обсуждения контрактов, взяток и других сделок. Записи, по данным источников, зафиксировали разговоры с участием Зеленского, Ермака, других лиц из окружения власти. В соцсетях пост от 30 июля 2025 года утверждает, что НАБУ 1,5 месяца разрабатывала Миндича, и прослушка могла стать основой для подозрения. В июне 2025 года давление усилилось. Двоюродный брат Миндича Леонид был арестован по делу Харьковобленерго. Осознав, что НАБУ близко к предъявлению обвинений, Миндич сбежал в Вену, Австрия. По данным Цензорнет, он находился там с июня 2025 года, избегая возвращения в Украину. Как юрист я вижу здесь четкую картину. НАБУ накопила достаточно улик, чтобы ударить по близкому окружению президента, но вместо поддержки антикоррупционных органов власть решила уничтожить их независимость. Теперь о возможном звонке Миндича Ермаку. Прямых доказательств нет, но давайте разбираться. Миндич не просто бизнесмен, а человек с прямым доступом к Зеленскому и Ермаку. Его квартира в Киеве была местом встречи элиты, где обсуждались не только бизнес, но и государственные дела. Когда НАБУ
начало сжимать кольцо, Миндич, находясь в Вене, имел все мотивы связаться с Ермаком, чтобы заручиться поддержкой или чтобы замять расследование. Статья «Экономической правды» не упоминает звонок, но подчеркивает, что Ермак пытался дистанцироваться от скандала с законом 12414, утверждая, что в момент его принятия Радой он был в Турции. Однако пост в соцсетях от 30 июля ВЗ Гляд связывает атаку на НАБУ с делом Миндича, намекая на сговор. Как юрист, я считаю, звонок, если он был, логично вписывается в схему. Миндич, понимая угрозу ареста, мог обратиться к Ермаку, чтобы тот решил вопрос. Хронология подтверждает, давление на НАБУ началось сразу после бегства Миндича в июне 2025 года. Представьте, друг президента под ударом, его могут обвинить в миллионных хищениях. Естественно, он ищет защиту у главы офиса президента, который координирует ключевые решения. Даже без прямых доказательств звонка, совпадение дат, бегство Миндича, обыски в НАБУ, принятие закона 12414 говорит о сговоре. Ермак, как мы увидим позже, попытался выкрутиться, но его действия лишь подтверждают. Он был в центре этой заваренной им же каши. И вот ключевой момент. Попытка власти подчинить НАБУ и САП. 21 июля 2025 года СБУ и офис генпрокурора провели около 80 обысков у 19 сотрудников НАБУ по всей Украине. Главным виновником назвали детектива Руслана Магомедрасулова, обвинив его в связях с беглым депутатом АПЗЖ Федором Христенко и утечке секретных документов. Одновременно ГБР возбудила дела против сотрудников НАБУ по старым ДТП 21 и 2023 годов. Это была явная кампания по дискредитации. 22 июля Верховная Рада с нарушением регламента принимает законопроект 12414 во втором чтении 263 голосами. Закон, подписанный Зеленским в тот же день, подчинял НАБУ и САП офису генпрокурора, позволяя изымать дела НАБУ и передавать их другим органам, давать обязательные указания детективам, закрывать расследование по требованию защиты, решать споры о подследственности. Законопроект, зарегистрированный в январе 2025 года, якобы для поиска пропавших без вести, был изменен ко второму чтению. Добавили 45 страниц поправок, уничтожающих независимость антикоррупционных органов. Депутаты не успели их изучить, трибуну блокировала оппозиция, но спикер Руслан Стефанчук провел голосование в турборежиме. «Экономическая правда» цитирует студентов, которые спрашивали Ермака на встрече, почему закон приняли так спешно. Он ответил, что был в Турции и не причастен. Но, как юрист, я заявляю, это ложь. Ермак, как глава офиса президента, не мог не знать о законе, который готовили его подчиненные. Закон 12414 был не ошибкой, а сознательной попыткой защитить фигурантов вроде Миндича. Он подрывал основы антикоррупционной реформы, закрепленной после Майдана, и условия евроинтеграции. Это была каша, заваренная Ермаком и офисом президента, которую им пришлось расхлебывать под давлением общества. Подписание закона 12414 стало детонатором. С 22 по 31 июля 2025 года в Киеве, Львове, Днепре,
Харькове, Одессе прошли массовые протесты, первые такого масштаба против Зеленского с начала войны. Граждане требовали вето на закон и восстановления независимости НАБУ и САП. Плакаты гласили «Слуга произвола», «Независимой стране независимые институты». В Тернополе пенсионерка с плакатом «Проплаченный студент» стала символом народного гнева. Мартина Богуславец из антикоррупционного центра «Межа» назвала закон убийством реформ. Оппозиционные депутаты, включая Инну Совсун, заблокировали трибуну и подали законопроект для отмены изменений. Студенты КСИ, УКУ и Наукма, с которыми позже встретился Ермак, были частью протестного движения. «Экономическая правда» отмечает, что они выражали разочарование уклончивыми ответами Ермака, который повторял мантру о единстве во время войны. Как юрист я подчеркиваю, протесты показали, что украинское общество не готово мириться с коррупцией, даже во время войны. Закон 12414 стал предательством ценностей Майдана, и граждане ответили массовым сопротивлением. Ермак, заварив эту кашу, оказался в центре общественного гнева, но вместо честного ответа попытался манипулировать. Запад отреагировал молниеносно. Европейская комиссия через Гийома Мерсье заявила, что независимость НАБУ и САП – краеугольный камень верховенства права. Еврокомиссар Марта Кос назвала закон 12414 шагом назад, а Урсула фон дер Ляйен лично связалась с Зеленским. Послы G7 выразили обеспокоенность обысками в НАБУ, а Transparency International предупредила, что закон подрывает доверие к Украине. США, где администрация Трампа менее сосредоточена на антикоррупционных органах, все же присоединилась к критике. Сенатор Ричард Блюменталь напомнил, что поддержка Украины зависит от борьбы с коррупцией. Запад ясно дал понять, без независимости НАБУ и САП финансовая и военная помощь Украине под угрозой. Как юрист я вижу здесь стратегический просчет Ермака и Офиса президента. Закон 12414 не только подорвал внутреннюю демократию, но и поставил под риск международную репутацию Украины. Ермак заварил кашу, которая угрожала евроинтеграции Украины, и Запад заставил его ее расхлебывать. Под давлением протестов из Запада власть отступила. 24 июля 2025 года Зеленский зарегистрировал законопроект 13533 для восстановления независимости НАБУ и САП. 31 июля Верховная Рада приняла его 331 голосом, без против и воздержавшихся. Закон вступил в силу 1 августа, отменив ключевые положения 12414 и вернув антикоррупционным органам автономию. Также он ввел проверки на полиграфе для сотрудников с родственниками в России. Зеленский заявил, что это укрепляет правопорядок и исключает российское влияние. Но как юрист я задаю вопрос. Зачем было принимать закон 12414, если через неделю его пришлось отменять? Это не ошибка, а попытка протестировать реакцию общества и Запада. Ермак, заваривший эту кашу, надеялся спасти Миндича и других фигурантов, но столкнулся с сопротивлением. Репутационный ущерб нанесен, а доверие к власти подорвано. Миндич, вероятно, остался в Вене, но расследование НАБУ, надеюсь, продолжится.
1 августа 2025 года, в день вступления в силу закона 13533, Ермак встретился со студентами КСИ, УКУ и НАУКМА в закрытом формате Chatham House Rule. Он утверждал, что встреча планировалась давно и не связана с протестами, но экономическая правда раскрывает. Офис президента начал поиск студентов 27 июля, а приглашение разослал 31 июля, через 5 дней после принятия закона 12414. И это откровенная ложь. И Ермак, заваривший кашу с законом, пытался ее расхлебать, изображая из себя невинного младенца. Студенты задавали острые вопросы о законе 12414, роли офиса президента, назначении Олега Татарова, запрете телеграмм, перепалке Зеленского с Трампом. Ермак отвечал уклончиво, повторяя одно – единство важнее, и признавая проблемы с коммуникацией. Он заявил, что был в Турции 23 июля, когда принимался закон, и не причастен к этой каше. Но его визит в Анкару и Стамбул, где он обсуждал с Эрдоганом мирные переговоры, не освобождает его от ответственности. Как глава офиса президента он координировал решение, включая закон 12414. Цинизм Ермака достиг пика в словах, процитированных «Экономической правдой». Всех, кто прикрывается ОП или моим именем, можете на 3 буквы посылать. Это была попытка представить себя над схваткой, но студенты не купились. Их разочаровали его раздраженный тон и отсутствие конкретики. Публикация цитат вызвала скандал, нарушив правила Chatham House, но показала, Ермак провалился в попытке расхлебать кризис. Его ложь о якобы давнем планировании и алиби с Турцией лишь усиливают недоверие. Как юрист я считаю это поведение недопустимым. Ермак заварил кашу, пытаясь защитить Миндича и подчинить НАБУ, но, столкнувшись с протестами, попытался выкрутиться, манипулируя студентами. Это не просто некомпетентность, а циничная попытка сохранить власть любой ценой. Итак, друзья, что мы имеем? НАБУ расследовала Тимура Миндича за хищение. Он сбежал в Австрию. Вероятно, связался с Ермаком, и власть ответила законом 12414, подчинившим НАБУ и САП, генпрокурору. Это вызвало протесты и критику Запада. Закон 13533 вернул независимость антикоррупционным органам, но Ермак, заваривший эту кашу, попытался ее расхлебать, солгав студентам о якобы давнем планировании своей встречи с ними и ссылаясь на якобы алиби его пребывания, связанного с его пребыванием в Турции. Его циничные слова и уклончивость лишь углубляют кризис доверия к власти. Как юрист я заявляю, это история о коррупции, сговоре и предательстве демократии. Ермак провалился, пытаясь выйти сухим из воды. Мы должны требовать полной прозрачности, независимости НАБУ и САП и ответственности Ермака и Зеленского. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете о роли Миндича. Должны ли Ермак и Зеленский ответить за свои действия? С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!